Здравствуй. Здравствуй, мой дорогой друг, мой дорогой зритель. Мы продолжаем играть в Dredge. Мы остановились около Стального мыса, выгрузили деревяшки, которые были около Стального мыса, и продолжаем плыть по нашим делам. А ты подписывайся на канал, ставь меня на фон, занимайся своими делами. Поплыли. Нет, мы пошли, потому что, как говорят настоящие моряки, плавает сами знаете что, а корабли ходят на ножках. Уверенно. Поймаем пару скатиков. Ой-ой-ой. Пару это сильно сказано. Ну, кстати, 2 поместится. Давайте. 1. 2. И плывем к нашему милому, уютному, большому, соленому городку. Давайте попробуем это ускорение. Вау! Тихо, 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 тихо. Могу делать биби. Ух ты. Я могу знать все, кто здесь плавает. Как здорово. И книжку прочитал. Какой я молодец. И приплыл, и рыбы привез, и доски зарядил. Смотрительница маяка появляется из темного леса, окружающего город. Она идет к причалу с растерянным выражением лица. А, это ты. А кого вы ждали? Твой двигатель гудит прямо как... Прости, показалось, что это корабль старого друга. Она разворачивается и удрученно идет обратно к маяку. Бабуль, вы, конечно, интересная женщина. С чем я сегодня? Я сегодня с неплохим таким уловом. Кстати, по идее, я уже закрыл долг за корабль, да? Великолепно. Теперь идет чистый навар. Ничего меньше. Еще надо найти, кому можно продать. Да я помню это, спасибо. Надо найти, кому продать. Кому продать? Одна ткань сюда. И ни одной ткани никуда. Давайте закинем. Так, хорошо. Ну, я же могу заранее, правильно? Или не могу? Ладно. Улучшаем. Отлично. Корабельных дел мастер. Что такое? Простая сеть. Ага. Не ты. Мне нужен корабельных дел мастер. Очень сильно хочется. Девушка, вы не представляете, как мне не хватает на гидравлическую лебедку. Забейте. Ого. Простая траловая сеть. Она стоит 250. А это гнутая удочка 75. Если я ее продам, я в целом выйду в нормальный такой счет. Только вот так. И установить. Ей. Оу ей. Книжки у нас прочитаны. Энциклопедии у нас изучены. Насколько это возможно. Сейчас вот так вот пролистаем их. Страниц немного. Уже почти все. Успеваешь смотреть? Я нет. Поручение. Найти реликвии. Найти шарманку в штормовых скалах. Найти кольцо. Я нашел кольцо, но это не совсем то кольцо. Что обидно. 2 кальмара и черный группер. С этим мы еще разберемся. У нас есть сеть. Простая траловая сеть. Остаток 1 день. Я правильно понимаю, что это будет просто ловиться за время плавания? Если так,
то это достаточно удобно. Мы, кстати, успеем ровно доплыть до того острова и проверить, там ли живет ювелир. Тут ловить ничего не дают. Здесь тоже. Тем более. А, это отдельная способность. И как она работает? Я вижу, как я что-то ловлю. И это кальмар. Если я ловлю кальмара, это хорошо. Что очень классно сделано, что на кораблике появляются все инструментики и все то, что ты подбираешь. Так, горюющий отец, здравствуйте. Вы похожи на агента Кей из «Людей в черном». Здравствуйте, все в порядке? Тут в округе не было каких-нибудь кораблекрушений? Были, что тут скрывать. Несколько лет назад мой единственный сын погиб в море. Он все еще где-то там, среди обломков. Совсем один, в холодной, темной воде. Мужчина изо всех сил старается сохранять спокойствие, но вы видите, как он подрагивает от горя, что раздирает его изнутри. Скажите, я заметил, что на вашем корабле установлено дрожное оборудование. Если у вас получится достать какие-то его вещи с места крушения, думаю, душе сына было бы спокойнее, если бы у меня осталось что-то на память о нем. У него была бронзовая ременная пряжка с особой надписью. Я ее сразу узнаю, если она вам вдруг попадется, я буду перед вами в долгу. Может ли он нам еще чем-то помочь? Думаю, да. Что-нибудь странное происходило? Теперь я редко куда-то выбираюсь, так что не знаю, где что происходит. Но я помню, каким был наш старый мэр в последние дни перед исчезновением. На него было больно смотреть. Он метался и с криками «Бросайте все обратно!» кидал в море все, что попадается под руки. Он умолял каждого, кто был готов его слушать, просто вопил в небо. Последнее время я его, кажется, почти понимаю. Я могу вам еще чем-то помочь? Нет. Так, художник. А, рыбак. Так и думал, что ты ко мне заглянешь. Приветствую тебя в моей скромной студии. Если хочешь немного поэкспериментировать с украшениями, я тот, кто тебе нужен. О каких украшениях идет речь? Я могу сделать флаг или флажки для твоего корабля, чтобы он выглядел поинтересней. У меня уже есть образцы, которые могу тебе понравиться. Если попадется что-нибудь подобное, приноси мне, я помогу все это развесить. И можем подкрасить твой корабль. Правда, выбор красок у меня сейчас довольно ограничен. Может, я помогу еще найти краски? Художник ненадолго задумывается. Недавно я видел у побережья странного краба с поразительно ярким окрасом. Как ты понимаешь, у меня уже не те колени, чтобы карабкаться по камням и гоняться за панцирниками. Но если поймаешь такого... Он убирает с верстака обрывки ткани и бумаги, под которыми обнаруживается большая ступка и пестик. С правильным связующим компонентом мы можем их перемолоть и получить краситель. Он снова поворачивается к вам, и кажется, в голове у него рождается хитрый план. Рыбак, принеси мне несколько таких странных крабов, и мы превратим твой корабль в произведение искусства. А пока что, чем могу помочь? Мне бы... Пока не надо красить корабль. Мне бы лучше найти торговца. Господи, я вас нашел, наконец-то. Заберите. Мне не нужны вещи. Так, кальмар у меня есть. Его мы положим. Могу положить его в трюм? Из трюма его в груз. Отлично. У нас есть кальмарчик. Сейчас мы можем немножечко переночевать и поплыть.
Куда надо отдать этого кальмара? Честно, я продолжаю что-нибудь ловить, пока так плаваю. Да. 2? Зачем вам так много кальмаров? Готово. Хорошо. Ну и можем закинуть еще немножечко тряпочек в сухой док. Или не можем? Если мы не можем, тогда мы просто оставим это в трюме. Тоже таскаться я особо не планирую с этим. Хорошо. Смотрим на карту. Понимаем, куда двигаться дальше. Двигаться дальше нам надо за Малую Соль. Плывем за Малую Соль. Возможно, за ней мы найдем что-нибудь нам интересное. Дощечечки. Или тряпочки. Тряпочки. Так, а что нас тут интересует? Нас тут интересует затонувший корабль. Вот эту штуку мы тоже поднимем, пожалуй. Угу. Вечереет. Главное успеть. Не-не-не-не-не-не. Господи. Бляшка. Бляшка нам нужна. Вот тут вот будет металлолом? Да! Здесь есть металлолом. И его мы подберем. Даже 2 штуки. Получается, на следующий день наша строительница обзаведется великолепным домиком. Есть возможность поместить еще? Как будто бы нет. Хотя, если его сделать вот так... Супер. Как темно. Где я? Корея. Что это? Что, откуда они? Это галлюцинации или настоящие камни? Еще торнадо какие-то. Я вообще в минус не выйду сегодня. Давайте, быстрее. Пока крыша держится у меня над каютой. Торговец.
Погодите. Давайте лучше горюющий отец. Насчет пряжки для ремня. Вы даете пряжку мужчине. Это и правда его пряжка. Ох, благослови вас Бог. Вы вернули мне сына. Ну, не совсем. Пожалуйста, возьмите. Денег у меня нет, но, возможно, это вам пригодится. Это мне... Беру. Спасибо. Больше нет. Все. Спасибо большое. Торговцу мы продадим украшения и в исследование. Давайте закинем что-нибудь в исследование. Универсальная удочка. Ну, прокачаем, наверное, универсальную удочку. Хотя бы на 1. Тут есть еще и это. Где-то я сплоховал. Что ж, ночуем. И отплываем. Сразу поплывем на тот остров, выложим все железные обломки и поможем строительнице наконец построить себе домик. А то как сапожник без сапог. Я вот думаю, траловую сеть, ее надо на всем пути использовать. Вдруг что-то поймается. Груда материалов. Сюда. И сюда. Вы доставили все необходимые материалы. Сообщите об этом девушке-строителю. Отлично. С ветерочком вот так. Какие-то странные волшебные ветра меня ведут. Они еще светятся как-то. Мне надо плыть по ним. Все придувается. Поймал кого-то. Вот это да. Из воды торчит скала с грубо вытесанным изображением изогнутых рыб. У основания выбита неровная фигура. Мне нужно заложить это все кривыми рыбами? Чё-то... А как все? У меня нет столько рыб. Но намек я понял. Это фрагментики. Еще металлолом. Давайте. Так. Плывем дальше. Пока не стемнело. Интересно, какую рыбу мне довелось поймать. Потому что ее иконку я не увидел. Опа. Поднять. И пришвартоваться. Мой трюм. У меня тут нитки, ткани, каюта, сеть. Гнутая рыба. Треска. Что ж ты так? Трюм и тебя в трюм. Груз. Сухой док.
На моторчик нам надо. Ровно то, что у нас и есть. Представляете? Как здорово. И удачно. Готово. И сюда можно закинуть... А. Нельзя. Но можно металлолом. Супер. Так, значит, следующий день мы отдадим на... А я же с трюма не забрал. На продажу рыбы. Предварительную ловлю. Хорошо. Строитель, точно. С тобой же надо поговорить. Все готово. Тогда не будем терять времени, отправляемся. А, мне тебя сейчас ночью надо... Мадам. Счастливо загнивать, большая соль. А мне пора. А мне нет. Может, переночуем? Нет, идем в ночь. Мы со строителем. Уверенно двигаемся. Фонарик у нас работает. Туман вообще беспроглядный. Ты на меня охотишься? Твою мать, что ты? Что ты такое? Швартуюсь. Да-да, это мне и надо. Спасибо, друг. Пожалуйста. Дай мне немного времени, пока я тут все обустрою, и будет желание, заходи. Тебе я рада всегда. Она открывает свой ящик с инструментами и достает горстку деталей. На вот, они лишние не будут. Воу! Вот это я понимаю. Вот это оно точно лишним не будет. Это мы сейчас и прокачаем. А что мы прокачаем? Мы прокачаем двигатель. Продается. Покупается. Превосходный мотор. Слушайте, вот превосходный навесной двигатель, да, можно взять. Я вижу, он из 3 клеток состоит. А у коллекционера был какой-то сердечный двигатель, мутировавший какой-то. И его можно воткнуть вот в правый нижний уголочек. По-моему, это неплохо. Но у меня все равно еще ничего не хватает. Это что вообще такое? Торпеды какие-то. Срок службы. А мне их менять надо получить. Ну это, конечно, печально. Выбираем сети, выпускаем. Вдруг еще какого-то кальмарчика поймаю. Просто поплаваем, немножко пособираем. Ловить я ее все равно не могу, к сожалению. Можно набрать... О! Угрей. Ой, давайте еще гнутую рыбу завезем. Опа.
Отлично. Отлично. Все, хватит, а то у нас сейчас ночь настанет, мы не успеем. Плывем к той рыбке. Надеемся, что успеем до темноты. Ну, ночью тут, конечно, интересно плавать. Какой кораблик на меня напасть хотел. Гнутая рыба. Вставляем. Есть какой-то эффект от этого? Или тут не важно? С изображениями изогнутых рыб. Нет, скорее всего, важно. Да, если важно, так и оставим. От этого судна остался лишь старый деревянный остов. Вы подплываете чуть ближе и заглядываем внутрь. А мне не говорили, что тут такие вкусности валяются. Дощечки мы тоже берем. Дощечки нам пригодятся. Цепочки. И колечки. Супер. Прям то, что надо. Плюс рыбка. То есть таким образом, с траловой сетью мы можем плавать, не беспокоясь о том, что у нас нет дохода периодического, а просто подбирать рыбку и потом ее продавать. Замечательно. Мне надо как-то поднять мой трюм. Давайте из сети выгрузим. Нет, сначала пойдем к торговцу рыбкой. Продадим эту. Эту бросим в трюм. Продадим эту, вот эту и эту. Хорошо, вытащим эту из трюма в груз. Угу. Пойдем к корабельному делу мастер. Отремонтируем все. Так понимаю, у меня сеточка расходуется. Улов 8 в день, вместительность 5/5, тип рыбы прибрежные. Надо, наверное, под конец, когда она уже будет израсходоваться, в тот момент ее чинить. Хорошо. Так, это новый двигатель, навесной улучшенный за 200 денег. В моем трюме лежит ничего такого. Прокачиваем до 2 в день. Мы, смотрите, мы на ловле рыбы с сетями столько зашибать будем. Вот это самое наш прибыльное дело будет, скорее всего. Что у нас? У нас в квартире тряпочки. Ага, сухой док. Сухой док. В тебя мы ложим парочку досочек. Так и так. Хорошо. Что нам нужно, чтобы купить? 95 денежек. Модифицирует 2 ячейки груза и позволяет хранить там удочки. О! И за это я смогу взять себе более угловую удочку и поставить ее справа. И сохранить сети. Это хорошо. Смотрительница маяка МР. Тут особо ничего. В сухом доке я могу еще кого-то куда-то закинуть.
Это уже в следующем, значит. Угу. Ночуем, отдыхаем. В каюте у нас поручение. 2 кальмара, 1 есть, 1 черный группер. Найти реликвии. Это все мы когда-то и где-то найдем. Но давайте сначала рыбку отвезем. Или продадим драгоценности. Многоокая скумбрия. Данные видео добавлены в энциклопедию. Вот такой, конечно, воодушевляющий звук, когда находишь какую-то мутирующую находку. Даже не понимаешь, радоваться или нет. Торговец. Купишь драгоценные безделушечки. И отплываем. Отплываем мы на... Давайте посмотрим карту. Ближайший крестик у нас довольно-таки далеко. Он прям на юго-восток. Можем, конечно, попробовать сплавать. Все равно у нас день только начался. По пути заодно поймаем несколько рыбок. Я думаю, утверждение о том, что 8 в день, это не просто так. Оп, вот и вторая. Здесь у нас невозможна ловля. А жаль. Сверимся с картой. Вон туда нам надо. Да, вон. Это кит? Какая красота. Тигровая скумбрия. Видите? Видите это золотое? Видите? Это то, что мы будем ставить на паузу и читать. Забрать. Давайте подплывем к какой-нибудь деревушечке. Я в каких местах могу пришвартоваться? Жительница Инквилла. Какая собачка? Вам помочь с чем-нибудь? Я пытаюсь приготовить особое блюдо для моего партнера, но с этим возникла одна проблема. У нас выдержанный морской угорь считается особым деликатесом. Может, для кого-то он и тухлый? Это что, сюльфстрёминг? Но вы просто не умеете его готовить. Обычно их закапывают в землю и дают им немного дойти. Но наша собака их постоянно выкапывает и съедает. Сказать об этом я не могу, иначе испорчу сюрприз. Может, у тебя получится принести мне выдержанного морского угря? Ну, конечно, получится. Я ж помогу.
Мне ж не сложно. Спасибо, я оплачу тебе труды. Еще что-нибудь? Где я могу поймать морского угря? Ах да, их отыскать непросто. Как мне сказали, они обитают в расселинах и норах внутри скал. Но это именно то место, куда я могу заплыть корабликом. Думаю, вокруг скал всех уже переловили. Так что, возможно, тебе придется заходить в сами проходы между скалами. Еще лучше. А, и я же говорила, что они выходят только по ночам. Да, насколько мне известно, днем они прячутся. Удачи. Невероятно. Рыбу где я могу продать? Мы здесь сами ловим рыбу, так что ее никто особо не покупает. Но есть одна девчонка, разъездной торговец. У нас она обычно стоит на якоре у того края залива. У нее можно купить или продать почти все, что угодно, или что-то отремонтировать. Спасибо за задание. Давайте сплаваем к девчонке. Оба, еще один окунь. Что ж, я вижу ее, я ее вижу. У меня уже накопилось 5 рыб и немножко страха. С какой стороны мне пришвартоваться к вам? Выглядит как магазинчик. Очень симпатично. Эй, на борту! Всегда рада новым людям. Рыбак, да? Зуб даю, мы с тобой скоро станем не разлей вода. Я путешествую и торгую 2 в одном. Если у тебя есть рыба на продажу, я готова ее взять. Потом продам в следующем городе. И я вожу с собой немного разного оборудования. Можешь посмотреть, что у меня есть, вдруг тебе что-то пригодится. Какой вот компанейский человек. Вот оно... Вот. Заглядывай, когда захочешь продать или купить что-то. Она вот плавает, но, конечно же, всегда на этом месте будет. А, они собрали вообще все сюда. Круто. С этой стороны понтона я скупаю любую рыбу, которую захочешь продать. Еще я тут выставляю на продажу ловушки для крабов. Ловушки для крабов — это хорошо. А у меня... А у меня есть рыба. Господи. Но я продам вот эту и вот эту. Остальные рыбы мне пригодятся. Хотя... Можно еще толкнуть и ее. А эти положить в трюм. Потом в груз. И теперь у меня есть 3 рыбки. Замечательно. Ты с фотографом уже познакомился? Она не так давно ко мне заплывала. А сколько у нее было всякого оборудования для съемки животных, рыб и птиц? Она мечтательно вздыхает. Эх, вот бы иметь свой фотоаппарат. Здорово же снимать на память все, что делаешь. Так ты ничего не забудешь. В общем, она сказала, что собирается встать лагерем на острове к югу от Солей. Если будешь там, может, захочешь зайти к ней познакомиться. Спасибо. Что еще она хочет? Привет еще раз. Поболтать зашел. Тебе помощь не нужна? Помощь рыболова? Конечно. Я пытаюсь собрать сведения о том, где водится каждый вид рыбы. Мне удалось выяснить места обитания большинства из них. На нескольких так и не получилось отследить. Может, ты сумеешь собрать эту информацию? Конечно, я смогу это сделать. Договорились. Мне осталось разыскать Сельдяного короля, пеликановидного большерота, гигантского гидроцина и целоканта. Ну, вот, раз, два. 2 из 4 я знаю, как выглядят. Остальное что-то новенькое. Мне уже удалось кое-что про них разузнать, так что, наверное, смогу направить тебя по нужному курсу. Что ты хочешь узнать? Расскажи про короля. У сельдяных королей длинные и слабо защищенные тела, так что, думаю, они живут в достаточно глубокой, но спокойной воде. Может быть, в норах, какие можно найти в штормовых скалах. А что насчет других рыб? А насчет других рыб мы узнаем в следующей серии. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и до встречи. Пока-пока.